ГГ Покер создала и развивает инструмент, из-за которого любители каждый день теряют огромное количество денег, даже не заходя в турнир и в принципе не играя ни в одну игру. Звучит абсурдно, не правда ли? Особенно на фоне последних новостей, в которых Покерок усиленно рассказывает про то, что они очень беспокоены тем, что любители как-то слишком быстро проигрывают деньги и какие же все-таки регуляры плохие люди. Вот избавиться бы от них, и тогда любители заживут. Все эти аргументы разбиваются, когда выясняется, что на ГГ Покер давно существует инструмент, который забирает деньги у любителей прямо перед носом у ГГ, и они не то что не собираются с этим бороться, но и даже наоборот развивают это направление. О чем же, собственно, идет речь? Я говорю о функции бэкинга, которую вы видите в лобби почти каждого турнира на ГГ Покер. Казалось бы, безобидная функция, в которой ты можешь купить у кого-то небольшую долю в турнире, но по результатам проведенного нами исследования выяснилось, что по факту эта функция используется практически исключительно для того, чтобы любители просто безнадежно проигрывали свои деньги, и при этом на днях ГГ, именно ГГ Покер, официально выложили правила, в котором запрещают бэкинг вне клиента ГГ и предлагают всем пользоваться именно вот этим самым встроенным функционалом. Поэтому сейчас особенно важно подробнее изучить эту функцию, ну и показать вообще ее какую-то настоящую опасность, которую многие сейчас не видят. Для начала давайте кратко поясним для тех, кто не знает, что такое в целом бэкинг. Если вы знаете и знаете все особенности про коэффициенты и так далее, то вот вам тайм-код, на который вы можете перемотать непосредственно к исследованию. Итак, что такое бэкинг? Например, ваш друг Петя хочет сыграть турнир, скажем, за $10. Но Петя бедный студент и лишних $10 у него нет, а вот есть только $5. А вы, например, считаете, что Петя довольно хорошо играет в покер, и вы готовы были бы ему дать эти самые недостающие $5, но в расчете получить какую-то соответствующую долю в выигрыше. В таком случае Петя получает возможность сыграть турнир, не рискуя всей суммой денег самостоятельно, а вы, не играя, собственно, сам турнир, претендуете на часть прибыли, ну и все в плюсе. В примере, который я только что вам показал, вы, по сути, хотите взять 50% у, собственно, своего друга в турнире за $10. Вы платите $5 до начала игры, и в случае, если Петя попадает в призовую зону, вы получаете 50% от сумм, полученных им призовых. Если же Петя не попадает в призы, то вы просто теряете свою инвестицию. Но иногда Петя может считать, что он и правда играет, действительно неплохо, и поставить коэффициент на продажу. Коэффициент по-другому называется маркап, и вот как он считается. Например, Петя объявляет коэффициент 1,2. Значит, чтобы купить у него 50%, бэкер, то есть мы должны будем заплатить уже не 5, а 5 умножить на 1,2 равно $6. Но вот претендовать мы будем все еще на 50%. Дальше здесь можно довольно долго приводить примеры и ситуации, а также углубляться в эту модель. Скажу лишь, что коэффициент и то, насколько он оправдан для бэкера, очень сильно зависит от ROI, который показывает игрок в турнире. Например, если ROI игрока в данном турнире больше, чем коэффициент, то для бэкера выгодно покупать такую долю. А вот если наоборот, если меньше, то это уже становится заведомо минусовой сделкой. Например, при коэффициенте 1, чтобы покупка этой доли была плюсовой, нужно, чтобы игрок просто играл турнир в плюс. При коэффициенте 1,1 ROI должен быть уже минимум 10%. При коэффициенте 1,2 минимум 20%, 1,25 25%, ну и так далее. Я думаю, вы поняли. Как вы знаете, на ГГ есть встроенная функция продажи долей, и именно ее мы и решили исследовать. А насколько много там вообще, в принципе, можно заработать, ну и можно ли вообще. Перед тем, как переходить к сути исследования, я укажу автора этого исследования. Все это исследование делал не я, а Илья Покануктус. Мне он лишь доверил доступно рассказать это все на широкую аудиторию. Но все исследование делал, конечно, именно Илья. Для начала мы собрали данные по почти 500 игрокам, которые чаще всего продают доли на турниры с помощью клиента ГГ. В том числе обязательно собрали и коэффициенты, то есть эти самые маркапы, которые выставляют эти игроки, ну и также выгрузили результаты этих игроков из Шаркскопа. С сентября 2023 года ГГ не трекается на Шарке, поэтому, чтобы все данные были максимально верными, мы собрали данные именно только до сентября 2023 года. Помимо игроков, продающих свои доли, мы также собрали данные в целом по всему полю играющих регуляров. Это довольно объемная работа, не буду здесь вдаваться в детали, как она проводилась, но важно, что по итогу у нас получилось разбить регуляров на группы. Слабые регуляры, средние и самые сильные реги. За счет такого разбиения мы можем посмотреть, как себя показывают каждая из этих групп регуляров в каком-то конкретном турнире и какой ROI они в принципе показывали. Сравнить с маркапами, которые выставляют игроки, и на основе этого либо делать какие-то выводы, либо исследовать дальше. Все эти данные мы собрали в единую таблицу, ссылку на которую вы можете найти в описании. Да, мы решили, что данные должны быть максимально прозрачными и публичными, поэтому можете зайти, сами все посмотреть, что-то может быть пересчитать, покликать и так далее. Эту таблицу мы
будем в дальнейшем также обновлять и дополнять. В этой таблице мы анализировали данные только для турниров дороже $49 со всей сети GG Poker. Итак, как же ей, собственно, пользоваться? В таблице есть несколько страниц. На первой странице под названием MA Data, собственно, Markup Data, вы сможете найти никнеймы игроков, которые продают доли чаще других. Это вот в колонке А. В следующей колонке собраны их общие средние наценки. В колонке С отображается общая сумма, на которую конкретный игрок продал долей. Вот, например, игрок Тимоти Уилмер продал долей на $1,6 миллиона. Чуть выше в этом столбце вы видите общую сумму продаж всех 476 игроков, которых мы, собственно, изучили. Итак, далее уже в следующих колонках показаны данные для каждого конкретного турнира. Например, вот в этих колонках показаны собранные значения по турниру Daily Menza 54. То есть во второй строке указана средняя наценка, с которой все эти игроки продают доли в этот турнир. Это, соответственно, 1.33 на момент записи ролика, говорю, данные обновляются. А уже в третьей строке ниже расписана оценка для каждого конкретного игрока. И в колонке Sol также написано, сколько процентов, собственно, игроку удалось продать долей в каждый конкретный турнир. Ну, например, если игрок пытался продать 80% долей, а у него купили только 49, то в ячейке будет указано именно 49, так как нам важно, сколько было продано именно по факту. Здесь вот, кстати, можно сразу довольно быстро заметить интересную продажу. Игрок с ником Интернетчик продал 49% с коэффициентом 2. Получается, что Беккер, по сути, заплатил за долю практически полный баин, почти $53, а претендовать будет все еще только на 49%. Для игрока, конечно, это очень крутая продажа. По факту ему полностью оплатили баин в турнире, и он играет полностью на фрироле. Будет хотя бы, ну, какой-то профит или даже просто какой-то минимальный нокаут баунти, да, он получает с него половину. Нет, он ничего не теряет. И напоминаю, никаких мейкапов, как в фондах, здесь нету. Для игрока это просто фриролл. За чей счет банкет? Ну, конечно, за счет Беккера. Для того, чтобы такая покупка доль для него стала плюсовой, нужно, чтобы игрок играл турнир более чем 100% ROI. Я думаю, даже без пояснения понятно, что это просто невозможно. Ну, дальше мы еще посмотрим на примерах, насколько это в целом далеко от реальности. Итак, с первой страницы в целом разобрались. Далее на этой странице мы собираем данные по большому довольно пулу турниров, но в сегодняшнем исследовании на примере возьмем в качестве таких отправных турниров 3 довольно больших и популярных турнира. Это Daily Main за 54, Big Game за 210 и Bounty Hunter за 525. Идем дальше, смотрим следующую страницу таблицы, которая называется Results Total. Здесь нас интересуют последние столбцы, где мы подбиваем общие результаты игроков, которые больше всех продают доли на, собственно, всем ГГ. В первом столбце указан их общий профит, во втором количество входов, в третьем сколько они в сумме потратили на баины в турнире, далее их аби, ну и в конце, собственно, высчитывается их ROI на основе этих данных. Нам это в дальнейшем понадобится для того, чтобы сравнивать это с маркапами, которые они выставляют. Вообще, по-хорошему, эти данные очень сильно важны, когда вы решаете покупать у того или иного игрока долю в турнире, так как те, кто хочет купить долю в турнире, могут оценить, насколько вообще они перспективно вкладывают свои деньги. Но вот уже почти год, как ГГ ушли из Шарскопа, и теперь все покупатели по факту покупают доли практически вслепую. Идем дальше. Третья страница. В этой странице столбцы и искомые значения точно такие же, но на эту страницу мы перенесли топ-50 самых продающих игроков во всей сети ГГ. Из интересного уже можно обратить внимание, что эти самые топ-50 людей продали в сумме долей на $27 миллионов, тогда как весь пул попавших в таблицу игроков продал на $50 миллионов. То есть 50 топ-продавцов продали больше экшна, чем 420 остальных игроков вместе взятых. Ну и также можно заметить, что эти самые топ-продавцы выставляют доли с наценками в среднем выше, чем все остальные, но при этом показывают довольно прилично меньший ROI, чем, собственно, весь остальной пул игроков. Ну и самое интересное, вкладка Summary. Здесь собраны все сводные данные в контексте нашего исследования. Сначала идет таблица Total, которая показывает общие данные по каким-то интересующим нас турнирам. А вот далее идет самая интересная таблица из всех имеющихся здесь. Разберем ее поподробнее. В первой колонке указан турнир, по которому далее будут, собственно, данные. Дальше идет средний коэффициент, то есть маркап, который устанавливали игроки на этот турнир. А далее, собственно, результаты ROI, которые показали регуляры в этом турнире. Сначала общие, то есть результаты для всех регуляров вместе взятых, а дальше с разбиением на тип регуляра, я вначале рассказывал, слабые, средние и сильные реги. В
конце для наглядности показаны данные по количеству входов, на основе которых делались эти самые выводы, чтобы было видно, что выборка довольно существенна, и это не просто какие-то рандомные значения. То есть, например, рассматриваем турнир 54 Daily Main. В среднем маркап в нем составил 1.35, а ROI, которые показали в среднем регуляры, 12,6%. При этом слабые реги показали ROI примерно 4%, средние 18,39%, а топ-реги разнесли турнир с ROI больше, чем 28%. Но что здесь самое интересное? Да, все виды регов сыграли этот турнир в плюс, круто, но давайте посмотрим на средний маркап 1.35. Как я уже говорил выше, это значит, что чтобы покупка такой доли была прибыльной, нужно, чтобы игрок играл турнир минимум в 35% ROI. Но даже самые лучшие игроки сети показали в этом турнире всего 28% ROI. То есть даже если вы покупаете с таким коэффициентом доли у лучших игроков сети, то вы заведомо покупаете доли в минус 7% ROI. А это вы еще постарались и смогли вычленить самых лучших топ-регов в списке продающих, если там вообще такие в целом появляются. Да, опять же, мы рассматривали общий пул. В таблице ниже по каждому турниру указана разница, уже выраженная в ROI. То есть, например, минус 22,57 значит, что покупая у среднего регуляра долю в этом турнире со средним маркапом, вы заведомо делаете это в ROI минус 22,5%. И как видите, положительных значений в этой таблице, не наблюдается. Дальше ниже еще идет расчет некоторых статистических показателей. Например, сколько отрицательной EV покупки для полного турнира уже в деньгах, да, также сравнивается для игрока, который, собственно, продает эти самые доли, что и насколько ему выгоднее, играть турнир от себя или продавать доли. Можете посмотреть потом эти таблицы подробнее. Таблицы, напоминаю, будут все в открытом доступе, ссылки будут в описании. Не будем останавливаться на этих более точных статистических данных. Перейдем к выводам. Первый и один из самых важных выводов. Любой регуляр умеет и без проблем справиться конвертировать коэффициент в необходимый ожидаемый ROI, сопоставить это с достижимым ROI в турнире и понять минусовость этого предложения. Поэтому регуляры по факту никогда не покупают подобные доли, а значит, что почти все подобные доли раскупаются любителями, или как минимум не совсем разбирающимися в вопросах людьми, не понимающими всей этой математики. И это очень важно понимать, ведь сейчас ГГ-покер и покерок в частности очень активно продавливают идею заботы о любителях и о том, как регуляры безбожно обирают этих самых любителей. Хотя по факту в самом клиенте ГГ активно работает и развивается функция, в которой этих самых любителей, о которых они заботятся, регулярно обирают даже без их участия в каких-либо играх. Как мы видим, ГГ не только не собирается никак это пресекать или ограничивать, по сути, прямой такой обман любителей, где они думают, что покупают доли в плюс, по факту проигрывая деньги. Но и даже наоборот развивают эту функцию. Несколько дней назад ГГ-покер запретил бэкинг вне клиента ГГ, обязав всех указывать своих бэкеров через этот функционал, что, вероятно, в свою очередь привлечет еще больше внимания к этой внутренней системе продажи долей. Поэтому этим исследованием мы обращаем ваше внимание, что, скорее всего, подавляющее большинство выставленных на продажу долей во вкладке «Бэкинг» на ГГ заведомо минусовые. И покупая эти доли, вы проигрываете деньги еще при покупке, даже не участвуя, собственно, в турнире. И в рамках исследования отдельно стоит отметить некоторых особо защищающих в последнее время права любителей и призывающих фонды уходить с покерка. Вот вам пару скринов. Как видим, вот они все вместе, такой дружной компанией, амбассадоры Рума, ученики Федора Хольца из его школы, все дружно выставляют себе коэффициенты, которые не то что самые лучшие топ-реги поля не смогли показать, но такие коэффициенты в принципе сейчас не бьются, не то что на ГГ, а в принципе в онлайне практически не бьются. И ничего, наебали любителей на деньги, можно и дальше рассказывать, какие фонды плохие, что честно работают над своей игрой и слишком много выиграли. В целом вы знаете. Очень много вы выиграли. Это плохо. Конечно, и с такими примерами и обычно регуляры не отстают. Вот собрали вам небольшую таблицу особо талантливых регуляров, которые регулярно выставляют какие-то космические коэффициенты на продажу своих долей. И еще одно важное уточнение. Как видите, это исследование и, по сути, такое разоблачение регулярного мошенничества внутри и с помощью функционала Рума смогло состояться только за счет сервиса SharkScope, который собирает данные по практически всем турнирам, проходящим и проведенным в онлайне. С помощью этого сервиса можно заметить вот такие ситуации, обнаружить ботов и мошенников, но с сентября 2023 года ГГ-покер ушел с Шарка, тем самым лишив честных пользователей возможности такого анализа. И теперь покупать такие доли в клиенте приходится, по сути, совершенно вслепую. Обмануть любителей, пытающихся попытать удачу в покупке долей у профессионалов и регулярных игроков, становится еще проще. Нарисовать себе красивые графики для описания в графе дольщиков несложно, поставить нужные фильтры и так далее. И страдать
этого, конечно же, обычные игроки, а главное любители. Следующее исследование, касающее уже непосредственно турниров на ГГ, подготовленное Андреем Гармоникой, главным селектором из FiatLab, выйдет уже на этой неделе на этом же канале, так что обязательно подписывайтесь и включайте уведомления, чтобы не пропустить. Действительно, это очень крутая работа, как и текущая, о которой мы только что рассказали. А также подписывайтесь на мой телеграм-канал и на телеграм-канал Илипа Кануктуса, который, собственно, все это исследование сделал. Обе ссылки я оставлю в описании, и они появятся в конце на экране. Не покупайте скам доли на ГГ, не выставляйте скам доли на ГГ. Ну и до скорого!